Всем привет, друзья! Вы снова на канале AM Life, и в нашем сегодняшнем видео очередная история защитника природы, который был готов отдать свою жизнь за благополучие нашей планеты и ее обитателей. Итак, мы начинаем. Роб Стюарт родился 28 декабря 1979 года в канадском городе Торонто в семье владельцев киножурнала Tribute Брайана и Сэнди Стюарт. Роб с самого детства чувствовал себя в воде, как в своей стихии. Родители отмечали: когда мы ездили на природу, Роб первым оказывался в воде и всегда выходил из нее с лягушкой или черепахой. Когда ему было 9 лет, он встретился с настоящей акулой. Однако этот опасный хищник, которого обычно боятся, сам испугался маленького мальчика и скрылся в глубинах океана. Это поразило Роба. И вот, наконец-то, ты под водой, и ты видишь то, чего тебя всегда учили бояться. И оно прекрасно, и вовсе не хочет сделать тебе больно. Это самое красивое, что ты когда-либо видел, и твой мир сразу меняется. Так маленький Роб решил заняться изучением акул и морской жизни. Он увлекся подводной фотографией, а в 13 лет он уговорил всю свою семью пройти курс погружения с аквалангом. Во время каникул родители привезли меня на Карибское море. Это было похоже на любовный роман. Мое первое погружение в возрасте 13 лет было в Ки-Ларго. Это было потрясающе. Я помню, как смотрел в рот морскому окуню и удивлялся количеству его зубов. В 18 лет Роб стал инструктором по дайвингу. Он просто обожал дикую природу и мечтал посвятить океану всю свою жизнь. Несколько лет он был главным фотографом Канадской Федерации дикой природы. Стюарт увлеченно изучал зоологию в Канадском университете Западного Онтарио, а после морскую биологию в университете Ховстра в Нью-Йорке и в колледже Лангара. Фильм 37-летнего Роба Стюарта «Акула», который разоблачает тотальную охоту на акул и ее негативное влияние на мировой океан, завоевал более 40 наград на кинофестивалях по всему миру с момента своего дебюта на Международном кинофестивале в Торонто. Работа Стюарта, которая включает также яркие фотографии дикой природы и книги «Одиссея для спасения планеты» и «Спасения человечества», вместе с документальным кинохитом 2013 года «Революция», вызвала широкий отклик у аудитории по всему миру и помогла активизировать глобальное движение за сохранение акул от уничтожения. Его работа с акулами довольно беспрецедентна, Сказал в интервью режиссер Джефф Тернер, снимающий дикую природу. Творчество Стюарта является убедительным, потому что он проводит с этими хищниками много времени и очень хорошо о них осведомлен. Есть определенный элемент риска при работе с опасными существами, которые больше, чем вы, и которые могут причинить вам серьезный ущерб. Но в то же время, исходя из моего опыта с медведями, хищники гораздо менее непредсказуемы, чем люди думают. Нужно просто немного понимания, и быть с ними в безопасности станет довольно легко. Вероятно, Роб нашел то же самое с акулами. Как только вы узнаете их, наблюдаете и внимательно следите за ними, вы в значительной степени уменьшаете риск. Они не так опасны, как люди думают. Тем не менее, такие подводные съемки могут быть названы типом кинопроизводства с высоким риском из-за самой среды. Когда вы летите на вертолете или самолете, когда находитесь в отдаленных местах, вы имеете дело с природой и погодой. Это именно те вещи, которые создают наибольший риск нашей профессии, а не сами животные. Мы пытаемся увидеть те вещи, которые не видели раньше. Находимся в тех местах, где люди не были раньше. В этом есть определенные риски. Смягчать эти риски можно знаниями и опытом. И Роб имеет и то, и другое. 1 февраля 2017 года из США пришли тревожные новости для всех любителей и защитников акул. У берегов Флориды 31 января вечером без вести пропал известный 37-летний режиссер Роб Стюарт. Дайвер хотел найти и заснять рыбу-пилу. Ее легко отпугнуть потоком пузырьков и шумом, который исходит от подводного снаряжения. Поэтому Стюарт нырял на ребризере. Ребризер – это изолирующий дыхательный аппарат, в котором углекислый газ, выделяющийся в процессе дыхания, поглощается химическим составом, после чего смесь обогащается кислородом и вновь подается на вдох. Ребризер позволил ему нырнуть на большую глубину и с меньшими затратами времени, чем ныряние на другом снаряжении. Роб был опытным дайвером с сотнями, если не тысячами погружений. Однако он был новичком в использовании ребризеров. Более чем за месяц до поисков рыбы-пилы, 19 декабря, Стюарт разместил на Facebook пост: «Ищу ребризера для погружения в середине января во Флориде на глубину около 300 футов». К январю он связался с инструктором Питером Сотис. Согласно удаленной позже записи в Facebook,
Сотис писал, что он 27 января сертифицировал Стюарта после прохождения им курса на ребризеры. У Сотиса был свой бизнес по продаже оборудования для дайвинга. Сотис говорил о себе как о большом профессионале, однако в реальности дело, видимо, обстояло иначе. В 1991 году Сотис вместе с напарником ограбил ювелирный магазин и провел 3 года в тюрьме. В 2016 году партнер Сотиса по бизнесу подал на того в суд, обвинив в покупке, неправильной маркировке и последующей продаже аквалангов, не соответствующих официальным требованиям. Кроме того, у Сотиса была репутация дайвера, часто идущего на неоправданный риск. 4 дня спустя, 31 января, они арендовали дайв-бот у его владельца Дэна Доусона. Они собирались нырнуть на затонувший корабль для того, чтобы найти рыбу-пилу. Стюарт и Сотис сделали 3 дайва в этот день. Это были самые глубокие погружения в жизни Стюарта. Последний раз они всплыли в поле зрения экипажа лодки после 5 часов вечера. Стюарт дал знак, что у него все в порядке. С Сотисом было все хуже. Он отключился спустя несколько мгновений после того, как поднялся на борт лодки. Экипаж занялся его реанимацией. Все члены экипажа на какое-то время оказались спиной к воде. Когда они снова посмотрели на водную гладь, Стюарта там уже не было. Экипаж немедленно запросил по рации помощь. В течение 5 минут был послан вертолет ВМС, катер береговой охраны вместе с небольшой лодкой и вертолетом из Майами. Через некоторое время родителям Роба сообщили, что их сын пропал, и они сразу же вылетели во Флориду. Власти искали Стюарта весь вечер вторника. К утру среды к флоту из 20 лодок, экипажи которых состояли из добровольцев, добавилось 12 гражданских воздушных судов, среди них вертолет Ричарда Брэнсона и частный самолет Джимми Баффета. 13 аквалангистов принимали участие в поисках, однако они не смогли достичь дна из-за проблем с видимостью. Поиски продолжились в четверг, когда был привлечен пограничный патруль США с дистанционно управляемым транспортным средством, способным поднимать груз до 200 фунтов со дна океана. В течение 48 часов экипаж безрезультатно обследовал более 1300 квадратных миль. Несмотря на это, командир поисково-спасательной операции заявил, что он уверен в схеме поиска, основанной на последнем известном положении Стюарта, с учетом течений, погодных условий и положения буя, который был развернут после того, как дайвер пропал без вести. Поиски продолжались до половины 5 вечера пятницы, когда был отдан приказ об их остановке. Экипажи вели поиск непрерывно в течение 72 часов, и по их мнению уже не было надежды на то, что Роб выжил. Однако отец Роба убедил продлить поиски хотя бы на 24 часа. И именно в этот день команда дайверов из пожарно-спасательной службы нашла тело Стюарта. Оно было в 300 футах от его последнего известного положения на дне океана. Технические дайверы, которые участвовали в поиске, повторяли один вопрос. Почему Стюарт и Сотис сделали 3 погружения за день? Большинство опытных ребризер-дайверов делают максимум 2 таких погружения, так как частая смена давления может быть очень вредна для организма. Также начинающий ребризер-дайвер может случайно нарушить цикл дыхания. Если водолаз начнет случайно дышать гипоксической смесью на поверхности, он может потерять сознание. Семья Роба Стюарта подала в суд на компанию Питера Сотиса, как только они получили результаты вскрытия. Оно показало, что Роб погиб от удушья, задохнувшись в своем акваланге, и медленно ушел ко дну. Стюарты обвинили Сотиса в халатности и не могли понять, почему никто не смотрел за Робом, когда тот появился на поверхности, и почему никто не помог ему залезть обратно в лодку. Они посчитали, что команда просто оставила его без присмотра и не заметила, как Робу стало плохо. Несмотря на то, что гибель Роба была признана несчастным случаем, Стюарты не поверили в то, что их сын мог так просто погибнуть во время погружения. Они считали, что от недостатка кислорода Роб потерял сознание и под весом тяжелого оборудования пошел ко дну. Изготовители злополучного ребризера получили данные с его датчика и проанализировали их. Оказалось, что когда Роб всплыл на поверхность, у него было достаточно кислорода, и это означает, что Роб не мог погибнуть из-за ошибки прибора. Также выяснилось, что перед погружением Роб не сказал своему напарнику, что он несколько раз терял сознание во время других погружений. Об этом Роб писал в своей книге «Спасите человечество».
Но ни во время тренировок, ни во время подготовки он не рассказал об этом своей команде. Питер Сотис говорил, что если бы он знал об этом факте, то не стал бы сотрудничать с Робом и отменил бы погружение. Точная причина гибели Роба Стюарта до сих пор не ясна. Сотис все еще судится с семьей Роба, и ему пришлось уйти из дайвинга и закрыть свой бизнес. Родители Роба приняли решение закончить и выпустить последний фильм, над которым работал Роб – «Акулы. Вымирание». В этом фильме есть слова Роба, от которых мурашки бегут по коже. Мои родители постоянно беспокоятся за меня, а я просто верю, что со мной все будет в порядке. Я уверен, что со мной все будет хорошо. У меня было множество ситуаций, когда я практически погибал, но все заканчивалось благополучно, и это укрепило мою веру в то, что со мной все будет в порядке. Я точно знаю, как я умру и когда я умру.